Здравствуйте. Ранее я выпускал 3 отдельных ролика по сюжету Return to Castle Wolfenstein. Да? Чё за... Но со временем они устарели, да и по качеству оставляли желать лучшего. Поэтому я решил собрать все воедино, убрать лишнее, добавить недостающие детали и сделать для вас полноценное, цельное видео о сюжете последней вселенной Wolfenstein. Здесь не будет разборов геймплея или истории создания игр, только сам сюжет от начала и до конца, с упоминанием различных деталей и отсылок. Игрой, на основе которой будет разобран сюжет, является Return to Castle Wolfenstein. Но не оригинальная версия, а сборка на базе мода RealRTKV версии 5.1. В этой модификации присутствуют дополнительные материалы, например, хаб на острове Мальта, а также изменения на некоторых уровнях. Все моменты, добавленные именно в RealRTKV, я буду отмечать плашкой на экране. При этом некоторые детали, вырезанные из оригинала, я наоборот верну обратно, потому что в первую очередь для меня важен каноничный взгляд на историю. Начну я, как в оригинальной первой части, с исторического вступления. Во вселенной Wolfenstein фигурируют две реально существовавшие личности – Генрих I Птицелов, первый король Германии, и его сын Оттон I Великий, король Германии и основатель Священной Римской империи. Оба проводили наступательную внешнюю политику. Нацисты считали, что Генрих I начал процесс национального объединения немцев, а Оттон продолжил дело своего отца. Именно Оттон I основал Первый Рейх, то есть Священную Римскую империю. В 1936 году, к тысячелетней годовщине смерти Генриха I, Гиммлер назвал его благородным строителем своего народа, правителем тысячелетия и первым среди равных. Более того, он считал себя реинкарнацией Генриха. Такая особая идеализация средневекового короля была связана со схожестью политических устремлений. Годовщина смерти Генриха сопровождалась масштабным ростом исследований, посвященных его фигуре. И здесь важно сделать оговорку. Wolfenstein — это серия игр, где исторические факты переплетаются с альтернативной историей и фантастикой. Она смело использует темы нацистского оккультизма и вундерваффе. Поэтому, если вы не знакомы с серией, не стоит воспринимать все слишком буквально. Нацисты в реальности действительно занимались оккультизмом, пытались создавать сверхоружие и проводили опыты над людьми. Разработчики просто пофантазировали и довели это до предела, создав игру в таком мрачном жанре. Сама игра начинается с предыстории. Мы видим Генриха I в 943 году уже не совсем человеком. Он ведет войну против своих врагов при поддержке вассалов, известных как Темные или Черные рыцари. Ему пытается противостоять бывший бенедиктинский монах по имени Симон или Саймон Странник. Но Генрих заявляет, что он бессмертен. Глупец! Ты же знаешь, что меня невозможно убить. После схватки у Симона не остается иного выбора, кроме как заточить короля в темницу. Предположительно, к воскрешению Генриха приложил руку его сын Оттон I, но как именно это произошло, и был ли это действительно он, я расскажу позже в 11 части истории Wolfenstein. В итоге, спустя 1000 лет, нацистские археологи из паранормальной дивизии СС находят место заточения Генриха I. Немедленно отправляйтесь в замок Вольфенштейн. Надо срочно доложить Гиммлеру. Мы нашли его! В консольной версии Return to Castle Wolfenstein присутствует пролог «Проклятые пески», посвященный событиям до начала основной кампании. Итак, знакомьтесь, Уильям Би-Джей Бласкович. Он родился в 1911 году в городе Мескит, штат Техас, в семье польских эмигрантов Зофии и Рипа Бласкович. Детство у него было непростым. Повзрослев, он сделал простой выбор. Ушел в армию США. Имя этого персонажа неразрывно связано с данной серией игр, начиная с Wolfenstein 3D. Небольшая ремарка. Кому не нравится мое произношение фамилии главного героя, не тратьте время на комментарии. В одном старом ролике я уже подробно объяснял про произношение фамилии Бласкович и замка Wolfenstein. Переносимся в 1943 год. Северная Африка, город Рас-эль-Хадид. Там Хельга фон Булоу пытается заполучить древние магические таблички из проклятой гробницы. Агенту 1, Фрэнку Уэбли и Бласковичу поручено остановить ее, но, как нетрудно догадаться, план проваливается. Тогда герои угоняют немецкий самолет и направляются прямо в логово паранормальной дивизии СС, в замок Вольфенштейн. Но перелет заканчивается печально, самолет сбивают, а выжившие агенты оказываются в темнице замка. С этого момента консольная версия стыкуется с началом версии ПК-игры. Честно говоря, мне сам пролог из консольных версий не особо нравится. Он выглядит довольно проходным, а мистические элементы вроде оживших мертвецов никак не подкреплены сюжетом.
Здесь нет той самой атмосферной подготовки, как в самом замке Вольфенштейн и в деревне Вульбург. К тому же остается открытым вопрос, являются ли эти миссии вообще каноном, ведь сцена пленения из видеоролика плохо вяжется с записями в дневнике Биджея. После того, как агент 1 и я проникли в этот район, дела пошли из рук вон плохо. Мы не смогли встретить связного Крейсау, были схвачены и доставлены в замок Вольфенштейн. Версия для ПК вышла на 2 года раньше, поэтому пролог из консольных изданий для меня воспринимается скорее как фанфик. И раз уж я коснулся темы, которая может поставить под вопрос канон всей серии, то давайте разберемся, что вообще такое канон и что именно мы можем считать им в рамках Вольфенштейн. Есть, на мой взгляд, очень интересный ютубер Вандалей. Он сделал несколько отличных роликов о размышлениях над каноном Сталкера. Там он говорит простую, но точную вещь. Канон существует только там, где произведения самосогласованы, где одно не противоречит другому. Рекомендую посмотреть хотя бы один его ролик для понимания общей логики этого подхода. Так вот, если исходить из этого определения, какие произведения я отношу к канону Вольфенштейн. Проклятые пески 50 на 50 оцениваю так, потому что эти миссии действительно планировались для релизной версии на ПК, но в итоге были вырезаны. И как по мне, вырезаны не зря. А основной Return to Castle Wolfenstein однозначно канон. Wolfenstein 2009 – прямое продолжение предыдущей части. Комикс Wolfenstein Глубины, ничем не противоречащий, имеющий отсылки на все существующие части. И, конечно же, игры от Machine Games, которые формируют новый виток вселенной, не имеющий серьезных противоречий с предыдущими частями, а напротив наполненный множеством отсылок и деталей, связывающих старые события с новой хронологией. А вот, например, хаб на Мальте в Real RTKV — это канон. Месяц назад я бы сказал, что это отличная реализация от Wolf ET Player, автора мода, которая могла бы считаться каноничной. Но дело в том, что этот хаб сильно опирается на восстановленную сюжетную кампанию Enemy Territory. Напомню, сюжетную кампанию Enemy Territory в свое время не успели закончить, и Activision решила вырезать ее, выпустив творение Splash Damage как бесплатный многопользовательский стендалон шутер. Насколько модмейкеры сумели восстановить оригинальные задумки, мне пока неизвестно, по крайней мере пока. Восстановленная сюжетная кампания Enemy Territory содержит множество отсылок к основному сюжету Return to Castle Wolfenstein и к Wolfenstein 2009. Вряд ли Splash Damage заранее знали, что готовит Raven Software, но совпадений и параллелей действительно немало. Особенно это заметно в документах и заметках, связывающих события. Однако есть детали, с которыми я не могу согласиться, ну вот совсем. Поэтому вопрос, можно ли считать Enemy Territory каноном, остается открытым. Если нет, то и хаб на Мальте, тесно связанный с этой кампанией, тоже не должен считаться частью основного канона. В будущем я обязательно сделаю отдельный разбор Enemy Territory и подробно разберу все его сюжетные элементы, какие, на мой взгляд, вписываются в общую картину, а какие нет. А пока вопрос о каноне остается на обсуждение. Нас переносят в Лондон, в штаб-квартиру УСО, Управление секретных операций. В кабинет директора Джозефа Хассета входит Джек Стоун. Он докладывает, что связной Кеслер сообщил о поимке наших агентов. Это сообщение приводит к срочному собранию, в котором участвуют директор, Джек, Хикс и Мерфи. Джек начинает свой доклад, демонстрируя слайды. Это замок Вольфенштейн. Он расположен в горах Северной Германии. Считается, что прообразом замка Вольфенштейн стал замок Вивельсбург, расположенный в земле Северной Рейн-Вестфалия, неподалеку от города Падерборн. Когда я работал над первыми роликами о сюжете, наткнулся на превью старого видео известного модмейкера RTKV. О нем я высказывался в обзоре на Владик Брутал, но его поделки сейчас затрагивать я не буду. В этом ролике он критиковал версию про Вивельсбург и предлагал другой вариант – австрийский замок Хоенверфен. Здесь я согласен наполовину. Хоенверфен напрямую не является прототипом Вольфенштейна, но кое-какие визуальные черты перекликаются. И это неудивительно. Он фигурировал в фильме «Там, где гнездятся орлы» 1968 года, который действительно вдохновлял разработчиков RTKV. Само название Вольфенштейн появилось еще в 1981 году. Его придумал геймдизайнер Сайлас Ворнер для игры Castle Wolfenstein. Точно неизвестно, взял ли он его с реальных мест или просто создал звучное немецкое название. Хотя в Германии действительно существуют руины нескольких замков с именем Вольфштайн. Один в Баварии, а еще два, новый и старый Вольфштайн, возле одноименного города. В самой игре замок Вольфенштейн изображен как комплекс башен и крепостных стен. Именно такой идеальный замок планировал перестроить Генрих Гиммлер из Веверсбурга, но до конца реализовать проект не успел.
На следующем слайде Джек показывает фотографии членов паранормальной дивизии СС. Среди них можно узнать и самого Генриха Гиммлера, правда с нехарактерными для него усами. Слева от него персонаж по имени Марианна Блаватская, верховная жрица Рейха. Ее образ явно навеян реально существовавшей Елены Блаватской, оккультистка 19 века, автором тайной доктрины и ряда эзотерических работ. Также мы видим Хельгу фон Булоу, которая руководит раскопками. С ней познакомимся чуть позже. Ну и, конечно, один из ключевых антагонистов серии — Вильгельм Штрассе, более известный как Мертвая голова, Тотенкопф или просто Череп, локализация игры от Machine Games. Его прозвище отсылает к реально существовавшей танковой дивизии СС Тотенкопф, а также кольца Мертвой головы, которые вручались членам СС в замке Вевельсбург, а имя и фамилия персонажа отсылают к улице Вильгельмштрассе, знаменитой Берлинской улице, где в свое время располагались многие правительственные учреждения Германской империи и Третьего рейха. Кроме того, существует так называемое дело Вильгельмштрассе, один из крупнейших последующих Нюрнбергских процессов, в котором судили сотрудников министерств и ведомств нацистской Германии. Эти персонажи сыграют значительную роль не только в РТКВ, но и в будущих играх серии. Отдельно стоит пояснить, что игровая паранормальная дивизия СС имеет очевидный прообраз в реальной истории организации ННРБ. В ее состав входили самые разные фигуры нацистской Германии, в том числе представители научного сообщества, идеологического аппарата и эсэсовцы. Руководил этой структурой, как и в случае с игровой паранормальной дивизией СС, Генрих Гиммлер. В Return to Castle Wolfenstein разработчики сознательно упростили и художественно переосмыслили эту сложную организацию, выведя паранормальную дивизию СС за рамки оккультно-идеологического обеспечения государства и превратив ее в самостоятельную боевую структуру с элитной охраной, вооружением и научно-исследовательской миссией, напрямую подчиненной военным нуждам Рейха. УСО заинтересовали раскопки около замка, поэтому направляют туда агентов, чтобы выяснить, чем занимается паранормальная дивизия. И здесь снова возникает несостыковка с консольным прологом. В итоге директор Хассет принимает решение по спасению агентов, и это решение – бездействовать. Миссия первая – зловещие слухи. Вот о чем я говорил. В первых 4 уровнях мы постепенно узнаем, что именно раскопала паранормальная дивизия в отличие от консольного пролога, где этой интриги не было. Также первые 2 миссии «Зловещие слухи» и «Темный секрет» отсылают на первый и второй эпизоды Wolfenstein 3D. Согласно документу с распоряжениями, наша задача сбежать из замка и встретиться с членом круга Крисау, Кеслером, который владеет важной информацией. Круг Крисау – это отсылка к реально существовавшей антинацистской группе сопротивления. Она получила название по имению Крейзау, где проходили первые встречи. Участники обсуждали будущее Германии после падения нацизма. 17 марта 1943 года. Допрос агента 1. Доктор Зи пытается выбить информацию из Фрэнка Уэббли. Агент, даже находясь на смертном одре, молчит. Тогда доктор Зи, отсылка к доктору Франкенштейну, отправляет сержанта за Бласковичем, но тому удается убить охранника прямо из камеры. Собственно, сам побег – это аутентичное начало для серии Wolfenstein. Так началась Castle Wolfenstein и Wolfenstein 3D. Доктор Зи слышит шум открывающейся двери и приказывает надеть кандалы. Но пока он умывает руки после первого допроса, Биджей убивает его и находит отчет. В нем почти нет данных. Фрэнк так и не выдал секретов. Эй, все еще пытаешься поймать на этой штуке музыку? Да, только сегодня ужасная погода. Удачи! Выбравшись из пыточной, Биджей подслушивает разговор охранников. Из него становится ясно, в замке нет связи с внешним миром, вероятно из-за погодных условий. Это значит, что никто не сможет вызвать подкрепление или сообщить о побеге. На выходе из тюрьмы можно найти объявление от майора Юргена, начальника охраны замка. В нем говорится, что Хельга фон Булоу крайне недовольна фактом появления шпионов. В связи с этим уровень безопасности был повышен. На одном из верхних этажей нацисты безуспешно пытаются отправить закодированное сообщение, опять же из-за отсутствия связи. Ликвидировав их, Биджей поднимается на крышу. И вот тут интересный момент. В кадре мы впервые видим дамбу. Обратите внимание на эту деталь, она еще пригодится для понимания общей карты местности и сюжета. По пути Бласкович также находит тайники с оккультными символами. Возможно, это просто фантазия художников, но некоторые из них очень похожи на древнеегипетские. Если кто-то сможет распознать конкретные символы, напишите в комментариях. Что тут происходит? Куда все подевались? Это потому, что майор снова удвоил стражу на раскопках. Все это грустно. А вы видели майора? Выглядит он не ахти. Да, я слышал. Это потому, что фрау фон Бюлов была недовольна охраной. Майора это просто шокировало. Да все понятно. Он был против их приезда. Ладно, потрепимся позже. Пойду полировать свой шмастер.
Майор Юрген удвоил охрану раскопок. Это значит, что находка Хельги фон Булоу гораздо важнее для нацистов, чем пойманные шпионы. Есть успехи, сержант? Нет, гер-офицер, связь все еще блокирована. Ворота закрыты. Эй, Продолжайте пробовать, Так сержант. точно. Нацисты вновь жалуются на отсутствие связи, деталь, которая все больше подчеркивает изолированность замка. В этой же комнате лежит письмо с важной, но пока не до конца понятной информацией. Оно адресовано оберфюреру Блаватска от Хельги фон Булоу. В письме говорится о нахождении захоронения Темного Рыцаря. Очевидно, именно это место и стало целью раскопок. Спускаясь по лестнице, Блацкович заходит в винное помещение и подслушивает забавный разговор двух немецких солдат. Один из них пытается украсть бутылку вина, но его быстро отговаривают. Пройдя чуть дальше, Уильям ликвидирует самого майора Юргена, который спокойно обедает, а заодно устраняет его охрану. Здесь же Блацкович находит письмо от некого секретаря Гирика, адресованное Юргену. В нем говорится, что все найденные в древнем замке ценные предметы должны быть переданы рейхсмаршалу Герингу. Если речь идет о Германе Геринге, то теперь понятно, почему все ценности отправлять ему. В реальной истории рейхсмаршал был страстным коллекционером. Что здесь происходит? На месте трапезы Юргена лежит его ответ, в котором он утверждает, что действует строго по закону. Ирония в том, что большинство тайников, которые Блацкович находит в игре, спрятаны самими нацистами. За картинами, знаменами, портретами Гитлера. Эти секреты мало похожи на древние тайники, скорее на то, что солдаты просто прятали награбленное. Тем временем Блацкович находит выход из замка и спускается к вагонеткам. С помощью фуникулера Биджей отправляется навстречу своему связному, Кеслеру. На станции, в отличие от замка, связь все еще работает, поэтому после шума, устроенного героями, на станцию поступает вызов из деревни. Кеслер притворяется лейтенантом Ругером и докладывает, что ситуация стабильна, а сбежавший американец якобы ликвидирован. После этого он встречает Блацковича и ведет его в деревню Вульбрук. Идите за мной. Нам нужно пробраться в деревню. Миссия вторая. Темный секрет. Кеслер сообщает командованию УСО о побеге Блацковича и гибели агента 1. В своем доме член сопротивления снабжает Биджея новым оружием и передает распоряжение. Необходимо добраться до места раскопок и выяснить, что там происходит. Также Карл Велигут подготовил для главного героя новое оружие. После этого Блацкович приступает к выполнению задачи. Удачи. И, к слову, имя Карла Велигута в игре взято не случайно. Это реальная историческая фигура генерал-майор СС, мистик и оккультист, которого Гиммлер считал личным советником по древнегерманской духовности. И именно Велигут считается автором или, по крайней мере, популяризатором термина «черное солнце», исторического символа, позднее ставшего одним из ключевых образов нацистской мифологии. Черное солнце — это основная тема игры Wolfenstein 2009 года. Сейчас на канале есть 5 роликов, которые в дальнейшем заменю на обновленный. Через черный вход мы попадаем в небольшое кафе, где играет музыка из игры Wolfenstein 3D. Это песня Гора Христа Векселя, которая с 1930 по 1945 годы являлась гимном национал-социалистической немецкой рабочей партии. В этом кафе Биджей слышит занятный разговор двух офицеров, обсуждающих странные события, происходящие на раскопках. Прошлой ночью творилось что-то странное. Я и не знал. Ситуация определенно все больше выходит из-под контроля. Не может быть. Я слышал о новом происшествии в научной группе. Это точно? Этим утром были сделаны 3 замены. Да ну, только подумать. Согласно Отто, один из них — это спецпомощник самого рейхсфюрера СС. Согласно Отто, этот Отто слишком много болтает. По-моему, они на что-то наткнулись. Ах, но я не просил об этом. Я предлагаю сменить тему на менее противоречивую. Как будет угодно, герр Хоффман, но вы должны знать, что происходит. Откровенно говоря, я слышал очень мало, а помню еще меньше. Я. После небольшой диверсии в деревне появляется Карл и передает Блацковичу стенд с глушителем. Продвигаясь дальше по узким, но уютным улочкам Вульбруга, Биджей натыкается на разговор двух солдат. Те шепчутся о Хельге и упоминают слухи о воскрешении мертвых. Знаешь, они все же нашли это. Невероятно, я уже почти готов поверить во все это. Мне кажется, эта безумная ведьма все же была права. Что ж, она знала, где копать, нужно признать.
Ты думаешь, она права и насчет всего остального? Какого остального? Ну, знаешь. Что? Возрождение мертвых? Ох, Росс. За кого ты меня принимаешь? За юнца? Эй, сюда! Я Вольгер Хоффман. Однако разговор прерывает офицер, очевидно начальник, который застал солдат за распространением слухов. В этом же месте можно обнаружить вырезанную сцену уровня. Здесь появляется персонаж по имени Вольфганг. С ним можно попытаться заговорить, но он отвечает неохотно. После третьей попытки Вольфганг вызывает охрану и открывает огонь из люгера. Его реплики были озвучены как в версии Фаргус, так и 7 Волк. Кем именно является Вольфганг, двойным агентом или местным полицаем, неизвестно. Приближаясь к кладбищу, где ведутся раскопки, Бласкович подслушивает разговор офицеров. Те обсуждают некий ужас, обитающий в катакомбах. Это не самое лучшее дело. Да, я согласен, ужас! Ведь наши люди были пойманы этими существами. Я знаю, я был там. Но что мы могли сделать? Это был приказ фрау Хельги. Да, конечно, приказ. Мы должны были запереть склеп, но у нас не было времени. Эти крики, эти ужасные крики, вы слышали их? Я слышу их до сих пор и точно никогда не забуду. Хватит изводить себя, никто не виноват! Мне нужно выпить. Но несмотря на тревожные слухи, Биджею ничего не остается, кроме как зачистить кладбище и спуститься в склеп. Здесь была просто бойня. Я уверен, что они повсюду. Кто это? Откуда они все появились? Не спрашивай меня. Никто мне ничего не говорил. Мой бог. Ты слышал? Да, но очень хотел бы, чтобы нет. Нам нужно выбираться отсюда. Отходите за мной ко входу. Что? Лестница? Она разрушена. Они заперли нас здесь. Приготовься. Они идут. Все слухи подтвердились. Нацисты потревожили мертвецов и теперь сами вынуждены сражаться за свою жизнь. Катакомбы представляют собой длинную систему узких коридоров, ведущих к оскверненной церкви. Доподлинно неизвестно, почему жители Вульфбурга дали ей такое название, но история уходит корнями на 1000 лет назад, во времена Оттона I и его отца Генриха I Птицелова. Хельга уже находится в церкви, а оставшиеся солдаты оказались в ловушке. Отрезанные от поверхности, они собираются в небольшие отряды и пытаются выжить. Продвигаясь по залитым кровью помещению, Бласкович находит письмо, адресованное Мариане Блаватской. В нем говорится, что найдено захоронение третьего Черного Рыцаря. Ранее в неком Хольштейне уже обнаруживали захоронение Темного Рыцаря. Профессор Земф сообщает, что первая фаза близка к завершению. Нейтрализуя ожившую нечисть и оставшихся в живых солдат, Бласкович находит дневник профессора Земфа. Из воспоминаний становится понятно, что именно произошло под Вульфбургом. В данном склепе экспедиция обнаружила останки последнего Черного Рыцаря. Целью его экспедиции была экстракция жизненной сущности. Профессор записывает, что работы проходили в ужасных условиях. Техника выходила из строя, а Хельга фон Булоу постоянно торопила подчиненных, нарушая все меры предосторожности. Земф вспоминает предыдущие раскопки 1939 года в Хольштейне. Там уже случалось нечто подобное, и он боялся повторения трагедии. Страх оказался оправдан. 16 марта произошел преждевременный разрыв оболочки гробницы. В буквальном смысле вся нечисть вырвалась наружу. Часть команды погибла, другие пропали без вести. А Хельга, словно одержимая, требовала продолжить операцию и достать кинжал защиты, реликвию, запечатанную в церкви. Последняя запись профессора звучит как признание и предупреждение. Он уже понимает, что эксперимент вышел из-под контроля, и вся экспедиция обречена. В одном из помещений Бласкович замечает камень, не вписывающийся в стену. Этот кирпич оказывается механизмом, открывающим тайную комнату, в которой находится ценная вещь. На стене выделяется комбинация из часто встречающихся знаков. Символы напоминают те, что использовались в Древнем Египте. Первый знак похож на глаз.
У египтян око Гора означало воскрешение из мертвых, и его часто находили на саркофагах. Однако этот глаз не похож на те, что использовались в Египте, хотя в игре все саркофаги обозначены именно этим символом. Второй знак напоминает птицу, скорее гуся или павлина. В египетской мифологии есть похожая птица цапля Бен-Бен, которая была дарована вечная жизнь путем перерождения. Это своеобразный аналог, а может и прообраз птицы Феникса. Третий символ – крест, напоминающий Анг, который означает вечную жизнь или жизнь после смерти. Бласкович запоминает комбинацию этих символов и отправляется дальше. На пути ему попадается новый противник – огненный живой мертвец. Но ничто не встанет на пути Бласковича. Пройдя тяжелое испытание, главный герой добирается до подъемного механизма, что-то вроде древнего лифта. Чтобы его активировать, нужно пройти 3 испытания. Эти испытания сильно напоминают сцены из различных фильмов, мультфильмов и игр. В первую очередь приходит на мысль Том Рейдер, а это испытание, отсылающее к фильму «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Каждое испытание обозначено уже знакомыми символами. Для открытия секретного места нужно пройти в последовательности, которую Бласкович уже ранее находил. Активировав подъемник, герой переходит в большой зал. Там он забирает то, что плохо лежит, и убивает 2 воинов. После небольшого землетрясения образуется провал, в который он спускается и попадает в оскверненную церковь. В катсцене мы наблюдаем, как профессор Земф под командованием Хельги пытается провести экстрагирование найденного темного рыцаря. Как я понимаю, экстрагирование – это извлечение какого-либо компонента из одного объекта в другой. То есть Земф что-то извлекает из тела темного рыцаря с помощью своих приборов. Судя по всему, у него это получилось. Эта парочка находится в сопровождении элитной стражи, особого подразделения, которое состоит из подготовленных женщин, чаще всего вооружены стеном с глушителем, а экипированные, если можно так выразиться, в обтягивающие черно-латексные костюмы и высокие сапоги с каблуком. На нижнем уровне церкви, там где заканчиваются катакомбы, солдаты находят тело очередного истерзанного немца. Фрау из элитной стражи отправляет солдат искать Биджея, хотя те считают, что сбежавший шпион не причинит проблем. Увы, это не так. Биджей не успевает настигнуть Земфа и Хельгу, устраняя препятствия. Как видно, они завершили свою работу. Ни тела темного рыцаря, ни прибора больше не осталось. Только одно – брошенное письмо, подтверждающее строки из дневника Земфа. В нем Хельга сообщает о своих планах извлечь ценнейшую реликвию всей Тули – кинжал Опеки, который находится в могиле легендарного оружейника древней Тули – Аларика. Видимо, Хельгу не пугают последствия катастрофы в катакомбах, вызванной ее халатностью. В церкви также находится интересный артефакт, который в реальной истории вызвал немало обсуждений – хрустальный череп. До конца неизвестно происхождение этих артефактов, но их корни ведут к цивилизации майя. По данным открытых источников, найдено всего 13 таких черепов. И что самое интересное, последний череп был обнаружен на чердаке Генриха Гиммлера. Опять-таки, если верить некоторым источникам, которые копируют друг друга, последний экземпляр действительно принадлежал Гиммлеру. Однако найденный череп был поврежден, у него отсутствовала нижняя челюсть. Уничтожив остатки элитной стражи, Гер Бласкович находит выход в часть разрушенной церкви. Здесь происходит конфликт между Земфом и фон Булоу. Хельга пытается изъять древний артефакт, несмотря на опасность, которой подвергает как себя, так и всех окружающих. Но, находясь во власти своих амбиций и эгоизма, Хельга фон Булоу убивает мешающего Земфа, хватает кинжал Опеки и освобождает ужас, которого церковь 1000 лет не видела в своих стенах. Аларик представляет собой мерзкую массу из непонятной плоти. Все тело его состоит из монстров, которых пачками выносит Биджей в катакомбах. После победы над чудовищем, Бласкович забирает кинжал Опеки и эвакуируется на самолете, который доставит его на базу УСО. Ну и с Хельгой понятно, что случилось.
УСО получила полную информацию о деятельности нацистов в замке Вольфенштейн и его окрестностях. Начальство задается вопросом, зачем немцам Темный рыцарь и чем в данный момент занят еще один член паранормальной дивизии СС – Вильгельмштрассе. По данным разведки, он находится на базе ракет В-2 на Балтийском побережье, где немцы планируют запустить на Лондон химическую боеголовку. Ракета В-2, другими словами Фау-2 или оружие возмездия, это реально существовавшая баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном. Первый запуск состоялся в марте 1942 года, а первый боевой пуск 8 сентября 1944 года. Задание 3, собственно, и называется в честь ракеты Фау-2 «Оружие возмездия». Бласковичу приказано проникнуть на базу В-2, прообразом которой, скорее всего, является ракетный центр Третьего Рейха, полигон Пенемюнде. Но для начала Биджей должен пройти незамеченным через контрольно-пропускные пункты. Также ему было сброшено 2 ящика со снаряжением. В одном из них находится новейшая экспериментальная снайперская винтовка М1С «Шпион». Но, как я и обещал, контент Real РТКВ я пропускать не буду. И по хронологии наш герой все еще находится на Мальте, базе УСО. Я, конечно, пошарился в этом хабе, но все ли я нашел секреты, подскажете уже вы. Комментарии для вас. В интернете об этом почти нет информации, будто фанаты куда-то пропали. Еще у меня есть телеграм-канал, где мы можем полноценно обсудить все детали. Ссылка в описании. Биджей, рад тебя видеть. Мы же с тобой не виделись со времен Сивы. Рядовой Уотерс выдает нам вооружение. Всегда есть 2 варианта, и я, как обычно, выбираю тот, что ближе к оригиналу. Его фраза о том, что герои не виделись со времен операции в Сиве, это отсылка к восстановленной сюжетной кампании Enemy Territory. По хронологии, это самая ранняя операция, датируемая 21 августа 1942 года. Сам Уотерс – один из ключевых персонажей и союзников. Далее главный герой заходит в архив, где можно прочитать досье на каждого персонажа. Уделим этому немного внимания. О Бласкович, например, говорится, что он владеет немецким. В принципе, странно было бы нанимать бойца для секретных операций, не знающего языка врага. До игр Machine Games можно было предположить, что с немецким у него все sehr gut. Но шведы решили сделать из Бласка гору мышц, добавив шутки о его незнании немецкого. Ну, тип смешно. Среди указанных операций, где участвовал наш герой Факел, Оазис Сивы и ограбление в Тобруке. Все они миссии из Enemy Territory, которые напрямую отсылают к операции «Проклятые пески» из консольного пролога Return to Castle Wolfenstein. Перед каждой новой миссией Биджей передает досье и инструкции полковник Редфорд, командующий британским гарнизоном. Также на базе присутствует медик русского происхождения, доктор Ковлов. Если что, это брат Сергея Ковлова, персонажа из Wolfenstein 2009. Здесь можно получать различные образцы сыворотки адреналина. Сам доктор не слишком разговорчив, но на его столе лежит письмо от Сергея, в котором тот просит перевести тулейский манускрипт. Это очередной мост между РТКВ и Wolfenstein 2009. На стене у доктора висит картина с изображением Шап-Нигурат, божества из произведений Говарда Лавкрафта, а также данное существо являлось антагонистом из первого Quake. Из активности можно посетить тир, где за тренировки следит еще один персонаж из Enemy Territory, лейтенант Макдермот. После прохождения полосы препятствий игрок получает ачивку, и что за имя такое дурацкое? Очевидно, отсылка к первому Modern Warfare. Кстати, Мактавиш тоже здесь есть, он занимает 10 место в местном топ-10. Вообще, многие NPC, вернее их фамилии, отсылают на различные части Call of Duty, а может и другие шутеры тоже. Бласковичу предоставили неплохой номер в отеле со всеми удобствами. Можно прилечь и отдохнуть перед заданием, но герою снится кошмар. Он вновь оказывается в темнице замка Вольфенштейн, поднимается в пыточную доктора Зи, но видит прикованным не агента 1, а самого себя. Вместо привычного отчета о допросе лишь намеки из подсознания, чувство вины. Возможно, Биджей винит себя в гибели агента 1. В соседней камере он видит тех, кого уже убил. Мертвые нацисты наблюдают за ним. Если герой не выберется, его убьет охотник за снами. Модель врага взята из консольной версии РТКВ. Это оккультный священник, атакующий молниями. Их можно включить как противников в Real РТКВ, но, на мой взгляд, они не вписываются в оригинальную атмосферу, поэтому я их отключаю. Во сне этот враг, кроме молний, почему-то кидается блокнотами. Вероятно, баг. Чтобы избежать из кошмара, нужно убить самого себя. Тогда решетка откроется. Кстати, в своей квартире Биджей коллекционирует фотографии с мест, где проходили его миссии. Довольно странное увлечение.
Недалеко от апартаментов можно найти тайник на смотровой башне и документ, отсылающий к Assassin's Creed. Если прыгнуть вниз, герой совершает тот самый прыжок веры с характерным криком орла. Миссия 3 «Оружие возмездия» начинается. Данный кусок РТКВ — это отсылка на эпизоды из Wolfenstein 3D, где Бласко остановил химическую атаку на союзников. Первый пост, на который натыкается Уильям, обсуждает нашу первую посылку. Один из солдат уверен, что это были просто учения, и один из парашютов случайно приземлился недалеко от них. Второй солдат не совсем верит в эту историю и предлагает проверить. Бласкович нейтрализует обоих и забирает посылку. Далее Биджей с помощью бинокля осматривает вышку со снайпером, выбирает безопасный маршрут и пробирается в туннель. Грузовик, проезжающий мимо, служит ориентиром. Это и есть наша контрольная точка. У наблюдательного пункта офицер принимает доклад от капрала. Недавно сюда прибыл сам мертвая голова со своими людьми. После этого офицер отправляется справить нужду и случайно натыкается на вторую посылку, принадлежащую нашему герою. Бласкович вовремя его останавливает, предотвращая поднятие тревоги, и возвращает себе снайперскую винтовку М1С «Шпион». Попав на немецкую базу, Уильям находит письмо от некого Штейнера. В письме говорится о замене двигателя в ракеты В-2. В реальности в ракетах использовался жидкостный ракетный двигатель, но, по-видимому, в игре немцы сумели разработать усовершенствованный вариант. Тайком забравшись в грузовик, Биджей проникает прямо на ракетную базу. Бласковичу необходимо уничтожить ракету, которую вот-вот собираются запустить нацисты. Разработчики предоставили игроку выбор: либо устроить диверсию и уничтожить половину базы в самом начале уровня, либо действовать скрытно и пробраться почти к самому центру управления ракетой. Однако во втором случае можно пропустить несколько забавных диалогов. В любом варианте Уильям уничтожает ракету В-2 с химической боеголовкой. При побеге с ракетной базы Биджей находит письмо, важно для понимания сюжета. Оно адресовано Вильгельму Штрассе от самого Генриха Гиммлера. В письме Гиммлер хвалит мертвую голову за успехи в работе над ракетой В-2, а также за экспериментальный самолет «Кобра». Однако в следующем абзаце Гиммлер уже не столь благосклонен. Он напоминает Штрассе, что проект воскрешения является главным приоритетом Рейха на данный момент. Из этого можно сделать вывод, что самого Штрассе мало волнует деятельность коллег из паранормального отдела. Немного дальше, на одном из столов, Бласкович находит доклад, который является ответом на ранее найденное письмо. В нем Штрассе сообщает о готовности нанести удар по Лондону химическим оружием, в состав которого входит некий вирус Botrax-D. Само название встречается лишь в старых источниках, например, в списке вымерших пород камня, а также в дневнике неизвестного доктора. Там говорится, что Ботракс — это южноамериканский родственник гадюки. Честно говоря, мне раньше не попадался этот термин, поэтому если кто-то знает подробности, пишите в комментариях, буду рад обсудить. Возможно, Botrax-D — это вымышленное наименование для вируса, созданного специально для игры. Планы нацистов сорваны. Теперь первый боевой запуск ракеты переносится на 8 сентября 1944 года. Через вентиляционную шахту Биджей выбирается наружу, в верхний комплекс базы. Герой нейтрализует противников, добирается до радарной установки, выводит ее из строя и находит путь к X-авиабазе. По старой доброй традиции Бласкович зачищает авиабазу и находит реактивный самолет «Кобра». Прообразом этого аппарата, судя по конструкции, является Бакхем Ба-349 «Гадюка». В реальной жизни этот самолет действительно существовал и был экспериментальным перехватчиком вертикального старта. Первый и единственный пилотируемый запуск состоялся в марте 1945 года и закончился для летчика-испытателя смертью. На территории авиабазы также можно заметить самолеты, внешне похожие на Хортон Хо-229, реактивный самолет, построенный на схеме «Летающее крыло». Конечно, это не точная копия, но у Люфтваффе в действительности существовало множество подобных экспериментальных концептов, чем очевидно вдохновлялись разработчики игры. В одном из помещений Биджей находят техника, который помогает подготовить Кобру к полету. Однако рычаг открытия стартовой шахты не функционирует после недавнего аварийного инцидента. Чтобы открыть створки вручную, нужно подняться на верхний уровень. Из объявления оберста Штейнера становится ясно, что у резервного рычага должен постоянно дежурить оператор с работающей радиосвязью. Видимо, оператор, услышав, что техник выдал секретную информацию, попытался устроить засаду. Биджей выходит наружу, чтобы добраться до верхнего управления, и тут десантируется Черная Стража, элитная охрана Гиммлера, вооруженная МГ-42. После короткой, но интенсивной схватки Бласко убивает засевшего оператора, вручную открывает шахту, возвращается вниз, заправляет самолет и отправляется обратно на базу УСО на Мальте.
штабе УСО хотят разобраться, чем именно занимается мертвая голова в паранормальной дивизии СС и как его научные разработки связаны с раскопками возле замка Вольфенштейн. Для этого Бласкович отправляет секретную оружейную лабораторию, где была замечена активность Штрассе. Но сначала Биджей остается на Мальте, чтобы как следует отдохнуть. После крепкого сна герой спускается на первый этаж отеля, где можно забраться в тайник и обнаружить записку. Здесь был Firefly. Я попытался найти информацию об этом, но ничего не нашел. Если кто-то знает, кто такой Firefly, может быть один из модмейкеров или тестеров, напишите в комментариях. Тем временем с нами связывается агент УСО и сообщает, что на Мальте или, возможно, даже в самом Лондоне действует немецкий шпион. Доктор Ковлов, похоже, что-то потерял на пляже, но ведет себя подозрительно. Не он ли немецкий агент? Или просто пытается выйти на связь со своим братом? Капрал Хоббинс тоже отмечает странное поведение доктора и обсуждает картину, о которой я уже говорил. Если с ней взаимодействовать, из самой картины доносится непонятная фраза, будто кто-то шепчет на неизвестном наречии. Уотерс выдает снаряжение, выбранное игроком, а Редфорд кратко передает приказ УСО и данные по заданию. Перед уходом можно обнаружить и устранить немецкого агента. За это падает ачивка с отсылкой на Modern Warfare 2. Задание номер 4 «Смертоносные игрушки» начинается в вымышленном городе Кугельштадт, который подвергся массированной бомбардировке союзников. Вместе с героем действует захваченный немецкий танк Крейсау. Сначала Биджей прикрывает бронемашину от отрядов с панцерфаустами, затем танк уничтожает башню со снайперами. Задача Бласковича не только пробраться в лабораторию Штрассе, но и помочь отряду Крейсау эвакуировать ученого-дезертира из секретного оружейного комплекса. По пути герой добывает новое оружие – огнемет, и помогает отразить атаку нацистов, посланных ликвидировать перебежчика. После этого Биджей возвращается к танку. Расправившись с противниками, вооруженными противотанковыми пушками, он прорывается на разрушенный завод, где производился экспериментальный пулемет Веном. Судя по всему, объект серьезно пострадал от недавней бомбардировки. Во время поиска документации Бласкович натыкается на солдат, пытавшихся обезвредить не разорвавшийся снаряд. И как мне обезвредить это? Я же говорил, что нужно обрезать красный провод или голубой. Ах! Подожди, пока я посмотрю инструкцию. А все равно они у меня оба серые. В итоге герой находит чертежи и технические записи по пулемету Веном. Это оружие системы Гатлинга с вращающимся блоком стволов. Внешне Веном явно отсылка к классическому минигану из Wolfenstein 3D. Теперь остается лишь добраться до самой лаборатории. Вторая часть оружейного завода – это железнодорожная станция, через которую можно попасть в саму лабораторию. Пытаясь найти лифт, Бласкович подслушивает разговор двух ученых. Они обсуждают какой-то документ, который нужно доставить в северный комплекс. Комплекс строго засекречен. Даже ученым не раскрывают деталей. Однако нашему герою нужно попасть на другой объект. Один из немецких инженеров чинит лифт, ведущий в лабораторию. Теперь остается лишь включить питание и спуститься вниз. Майор, почему еще не все готово к отплытию? Я приношу свои извинения, оберфюрер, но загрузка новых торпед занимает больше времени, чем обычно. У меня нет времени на эту чепуху. У меня есть важные дела. Этот корабль отплывает к лаборатории в течение часа, с торпедами или без. Это ясно, майор? Так точно, герр оберфюрер! Мертвая голова явно торопится попасть в некую X-лабораторию. Вероятно, ту самую, о которой говорили ученые. Бласковичу необходимо добраться до подлодки и перехватить Штрассе. По данному УСО, из-за недавней бомбардировки связь на объекте нарушена. Поэтому, как и в замке Вольфенштейн, тревогу никто не поднимет, если действовать тихо. Продвигаясь бесшумно, Бласко выходит к странному помещению, где слышны какие-то щелчки. Эти звуки издают лоперы, существа, созданные мертвой головой. Судя по всему, это первые прототипы Убер-солдат. Лоперы оказались неудачными экспериментами. Они проявляют агрессию ко всем, включая нацистов, но не трогают себе подобных. Лопер вырывается и убивает солдата, вооруженного пулемета Веном. Блять, нахуй я сюда пришел? Уильям быстро нейтрализует рукастого и забирает новое оружие. Уничтожив остальных прыгунов, Биджей опускает мостик и спешит к подлодке. Но та уже уходит под воду. Остается лишь найти среди уцелевших нацистов кого-то, кто знает координаты лаборатории X. На верхнем уровне, предположительно в комнате управления, Бласкович устраивает допрос. От меня вы информации не получите! Они отправились в Норвегию. Координаты 67 градусов северной широты, 16 градусов восточной долготы. Лаборатория расположена в северной части Норвегии, недалеко от границы со Швецией.
В штабе УИСО Джек докладывает директору об успехах нашего агента. Ученый-дезертир рассказал о деятельности в лаборатории X. Мертвая голова работает над проектом «Суперсолдат». Для полной ясности Бласкович уже следует по указанным координатам, но сначала перерыв на Мальте. Уотерс, как всегда, выдает снаряжение, попутно изучая и готовя отчет о пулемете Веном, который добыл Бласко. Недалеко можно пробраться в секретное место и найти египетскую статуэтку, получив достижение, вероятно, отсылающее к проклятым пескам, миссиям из Enemy Territory или моему любимому аддону «Проклятие фараонов». Проще, конечно, допрыгнуть, если вколоть адреналин, но я, как обычно, пошел по сложному пути. Редфорд придает распоряжение коротко, видно, что ему не до разговоров. Мальта подверглась атаке. У доктора Ковлова появляется новая версия сыворотки адреналина, и больше ничего интересного у него не происходит. Капрал Хоббинс, видимо, решил залить свои проблемы алкоголем, и я его прекрасно понимаю. Мисс Иви, можно мне что-нибудь с алкоголем? Для медицинских целей, конечно. Нет, нельзя. Ваш лейтенант уже предупреждал меня об этом. Только вода. Тогда стакан воды, будьте любезны. Хорошая попытка, дружище. И самое интересное, на мой взгляд, я обратил внимание, что приемник в номере Бласко при смене композиции иногда выдает морзянку. И именно только в третий раз, когда мы возвращаемся на Мальту. Не знаю, правильно ли мне удалось ее расшифровать, но из этого может получиться следующее. Ухожу, отвлекающий маневр сработал. I-39M — это ошибка при декодировании, то есть мог скрыться апостроф, плюс не исключаются шумы. I-39M покидает позицию, отвлечение сработало, то есть I-39M позывной. Относится ли это к немецким агентам, проникшим вглубь УСО, или же это Ковлов все со своим братом, неизвестно. Или это вовсе не связано с сюжетом, а таким образом Вульф или же кто-то из разработчиков пытается достучаться до игрока. Но за это мы получаем ачивку. На этом приключения на Мальте кончаются. Пора отправляться в Норвегию. Задание 5. Пенатой головы смерть. Вообще задание 4 и 5 очень напоминают второй эпизод из Wolfenstein 3D. Теперь становится понятно, где разрабатывался вирус Botrax-D, или, как называет его Бласкович, грязная вода. Отсылка к реальному компоненту ядерного оружия, тяжелой воде, производство которой действительно велось в Норвегии во время Второй мировой. В этих же лабораториях создавались лоперы, которых транспортировали под лодкой в Кугельштадт для испытаний совместно с пулеметом Веном. Бласкович выходит к подлодке немецкой субмарине У-826. В реальности ее начали строить 6 августа 1943 года и спустили на воду 9 марта 1944, тогда как действие игры происходит, напомню, в марте 1943. Кстати, забавная деталь. Если под нетаргетом — это код, чтобы не видели нас враги, привлечь внимание, то один из нацистов будет осуждающе грозить пальцем, мол, не читери. Но в этой игре много забавных диалогов, грех не воспользоваться данной командой. Уильям по крепкому льду добирается до доков, где его уже встречает усиленное сопротивление, черная стража Гиммлера и тяжелые пехотинцы. Пробившись через внешнюю базу, Биджей входит в основную лабораторию, последний рубеж обороны. Мертвая голова идет на крайние меры, чтобы остановить американца, выпускает всех своих созданий из заточения, не думая о судьбе подчиненных. В лаборатории начинается настоящий ад. Лоперы расправляются с персоналом, создавая хаос и нехилый геморрой для героя. Штрассе также активирует протосолдата, прототип Убер-солдата. В отличие от лоперов, эти создания обладают хоть каким-то разумом и не нападают на нацистов. Через дыру, которую проделали лоперы, Биджей пробирается в то самое помещение, где недавно находился Штрассе. Похоже, в спешке он покинул лабораторию и забыл два важных документа. Первый – письмо от самого Гиммлера. Он упрекает Штрассе за отказ присутствовать на оккультной церемонии в Падерборне, которую проводит паранормальный отдел. Гиммлер разочарован его скептицизмом и намекает, что если бы Вильгельм проявлял больше веры, то мог бы рассчитывать на безграничную поддержку Рейха. И да, все это звучит как типичная корпоративная переписка в стиле «приходи на тимбилдинг, а то премию не получишь». Дневники и документы подтверждают, Штрассе — человек науки. Он не верит в сверхъестественное и с сарказмом относится к паранормальному отделу, которым так восхищается Гиммлер. Теперь Бласкович читает руководство операции «Воскрешение», где тот оставил свои заметки на полях. В дневнике приводится история своеобразная «Библия проекта». После обращения саксов при Карле Великом древние черные учения были уничтожены, но спустя века Генрих I снова обратился к ним. По легенде, он овладел тайными тулийскими знаниями
и создал армию мертвецов во главе с 3 черными рыцарями, которых усилил неким древним ритуалом. Войско Генриха побеждало всех, пока ему не противостоял монах Симон или Саймон, странствующий маг, собиравший знания древних цивилизаций. Именно он уничтожил черных рыцарей, а самого Генриха, как считают, не убил, а заточил в земле, где тот до сих пор связан с темными силами. Вот откуда растут корни всей этой операции воскрешения. Дальше кратко пройдемся по руководству фаз операции с язвительными комментариями Тоттенкопфа. Оригинал у вас на экране, можете с ним ознакомиться в полной мере. Руководство делится на 3 фазы. Фаза 1. Экстракция. Отвечает Хельга фон Болоу. Ее задача выкопать останки рыцаря. Комментарий Штрассе короткий. Опять она! Я думал, мы давно забыли этот идиотизм. После долгожданного обнаружения 3-го черного рыцаря, операция воскрешения снова продолжается после 4-летней паузы. Жаль, что подробнее о первых 2 рыцарях ничего не известно. Только то, что одного из них нашли под замком Хольштейн. 3-го, как мы знаем, нашли в катакомбах под Вульфбургом. Фаза 2. Сотворение. В документах говорится, что для воскрешения нужно создать синтетическое тело. Штрассе, судя по записям, действительно сделал огромный технологический рывок. Но вместо благодарности вокруг все тот же мистицизм. И он не выдерживает. Результаты превзошли ожидания. Это страшное оружие. Но они ослеплены своими сказками и прикончат нас всех. Дальше он язвит по поводу метеорита, из которого они делают сосуд насыщения. Полная трата времени и ресурсов. Фаза 3. Воскрешение. Руководит Мариана Блаватская, высшая жрица. Комментарий Тоттенкопфа. Господи, она еще жива! Ритуал должен пройти при правильном положении Марса и Сатурна, злых планет, символизирующих войну и разрушение. Марс — это малое несчастье, а Сатурн — большое несчастье. Используются 3 тела, на которые выливают жизненную эссенцию, а затем читают древние слова воскрешения. После этого должен вернуться сам Генрих. Даже не знаю, плакать или смеяться. Германия доверила судьбу страны этим идиотам. Он понимает, что создает оружие будущего, но видит, как его открытие превращается в оккультную чушь. Теперь все встает на свои места. Болоу занималась поисками темных рыцарей, Земф эксгумировал из древних останков некую жизненную сущность, Штрассе, который воспринимал это как бред, создал Убер-солдат, по сути сосуды, которые с помощью ритуала Блаватской должны поместить сущности черных рыцарей. Так и возрождались те самые рыцари, без которых невозможно вернуть Генриха I. Данную информацию нужно срочно передать в штаб УСО, поэтому заканчиваем диверсию и уходим. По традиции серия Wolfenstein не обходится без сатиры на нацистов. В канализацию лаборатории сливали отходы производства, что вызвало несколько случаев холеры. Надеюсь, эту практику прекратили, потому что теперь Уильяму предстоит преодолеть всю эту экологическую катастрофу лично. Продвигаясь дальше, Бласкович попадает в секцию, где велись работы над проектом Убер-солдат. И здесь можно заметить интересную деталь, но только в оригинальной версии РТКВ. Как мы уже знаем из руководства по операции воскрешения, требовалось 6 тел Убер-солдат. Одно Штрассе оставил себе, а остальные 5 должны были быть готовы или находиться на финальной стадии. Именно это мы и наблюдаем. 5 законсервированных капсул и 1 разбитую. Очевидно, мертвая голова готовит последнюю линию обороны. В Real РТКВ все капсулы остаются целыми. Так и оказывается, следующим боссом становится Убер-солдат, вооруженный Тесла-пушкой. После боя можно заметить, что этажом ниже находится еще 6 капсул, где выращивают Убер-солдат. И снова только в оригинале РТКВ. И здесь возникает вопрос, какие именно образцы встречал Бласкович ранее? Ведь разбитая капсула намекает, что вскоре нам предстоит встретиться с тем, что находится внутри. В Real РТКВ все они тоже целы. Биджей, конечно, пытается догнать мертвую голову, которого отчаянно защищают последние ученые. Потеряв всех своих людей и разработки, Вильгельм Штрассе сбегает с разгромленной лаборатории на экспериментальной Кобре. Изучив все полученные улики, Джозеф Хассет созывает совещание, где должно быть принято окончательное решение по операции воскрешения. Джек Стоун передает расшифрованные документы. Первое – полное расписание рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на следующие 48 часов. Из них следует, что сам Гиммлер собирается лично присутствовать на церемонии. Второй документ – письмо Штрассе, адресованное Гиммлеру. Мой дорогой рейхсфюрер СС, как вы уже, несомненно, знаете, мои X-лаборатории полностью разрушены. Операцией Убер-солдат
работа всей моей жизни уже история. Я полагаю, что вы все еще верите в успех операции «Воскрешение». Я хотел бы разделить вашу уверенность. Но мне кажется, вас сбили с истинного пути личности, чьи умственные способности находятся под большим вопросом. Я хочу предостеречь вас. Союзники отправили своего лучшего агента, чтобы прервать вашу церемонию. Нельзя недооценивать его, как это сделал я. Искренне ваш оберфюрер СС Вильгельм Страссе. Потеряв все, Штрассе наконец готов поверить в паранормальные теории отдела, но, опасаясь за собственную шкуру, решает не участвовать в церемонии. Хикс и Мёрфи выражают сомнения в рассудке Гиммлера и его последователей, делая, казалось бы, логичный вывод. Я должен признаться, я не мог относиться ко всему этому серьезно. Что нацисты занимаются каким-то шаманством, чтобы вызвать какого-то древнего духа? Но для чего? Чтобы он воевал за них? Мы обращались к нашим ведущим ученым, и они все заявили в один голос, что нации просто тронулись умом. Какие еще доказательства нам нужны? Сэр, мне вдруг пришло в голову, что мы, возможно, рассматриваем все это не с той стороны. Я имею в виду, что мертвая голова развел всю эту мистическую канитель, в смысле, эти научные мумба-юмба. Продолжайте. Одним словом, если он пытается просто потянуть время вместо того, чтобы сражаться, то зачем нам ему мешать? Однако Джек Стоун идет против этих мнений. Всего 2 недели назад выплыли наверх старые легенды о воинах-мертвецах и демонах из ада. Кто-нибудь воспринял их всерьез? Конечно, нет. Так же, как и я. Но подумайте о том, что мы смогли узнать. И вы говорите, что мы можем все это игнорировать, потому что это слишком невероятно. Я не говорю, что во все это нужно верить. Я говорю, что этим нельзя пренебрегать. И, выслушав всех участников, директор произносит слова, ставшие названием игры. Тогда так. Блэско вернется в замок Вольфенштейн. Уильям возвращается в замок Вольфенштейн другим путем, не через деревню Вульбург и не по фуникулеру. В первую очередь нужно устранить 5 ключевых оперативников паранормальной дивизии СС. Для этого американский агент пробирается в деревню Падерборн, реально существующий немецкий город, расположенный неподалеку от замка Вевельсбург. Я набросал на небольшую схему ключевых объектов, чтобы показать маршрут героя. В начале игры Бласкович сбегает из замка на фуникулере, добирается до Вульбурга, а затем через склеп к оскверненной церкви. Теперь же его путь лежит в Падерборн через Бранденбургскую дамбу. Здесь необходимо устранить все цели и взять штурмом замок Шурстафель, откуда ведет дорога прямо в замок Вольфенштейн. Пока же Биджей находится на Мальте. Мы начинаем в Тире. Ничего нового, но на выходе можно заглянуть в убежище местных контрабандистов. Доктор Ковлов покидает базу, наконец забрав с собой злополучную картину. Любопытно, не связано ли его внезапное исчезновение с тем самым сообщением, зашифрованным азбукой Морзе. Еще один тайник находится на территории местного музея, на балконе 2-го этажа. Там же можно найти отсылку к Широкому Рузвельту. Среди новых досье информация о Мариане Блаватской. Указано, что у нее русские корни. Очевидно, персонаж вдохновлен реальной оккультисткой Еленой Блаватской, но разработчики моды, видимо, решили буквально перенести национальность. Также Марианна упоминается как участница Холштайнского инцидента, события, о котором до сих пор слишком мало подробностей. Также есть информация о Симоне, он же Саймон. После инструктажа от полковника Редфорда и получения снаряжения от Уотерса, Бласковича высаживают неподалеку от Бранденбургской дамбы. Возможно, название отсылает к одноименному городу, но прямой связи нет. Эй, вы! Не откройте ворота! У меня важный груз! Извини, эта дорога закрыта. Что значит закрыта? Она не может быть закрыта! Ведь это же единственная дорога! Я понимаю, но она закрыта. В исполнении режима абсолютной секретности для проводимой церемонии в следующие 24 часа полностью запрещено какое-либо движение по приказу генерала фон Стопа. По приказу генерала фон Стауфа деревня Падерборн полностью изолирована. Въезд и связь запрещены в течение 24 часов из-за подготовки к важной церемонии. Для Биджея это, напротив, даже небольшой плюс. Можно не боясь открывать огонь из оружия, которое привлечет слишком много внимания. В целом, на этом уровне можно действовать скрытно, тогда врагов будет меньше. Или же не париться и выносить всех подряд. В кадре мы впервые видим дамбу. Обратите внимание на эту деталь, она еще пригодится для понимания общей карты местности и сюжета. Мы находимся на той самой дамбе, которую могли наблюдать из замка Вольфенштейн. Интересная деталь, но, к сожалению, Биджей сквозь туман графики 2001 года замок не видит.
Следуя записям в дневнике, Бласкович спускается по лестнице, проникает внутрь дамбы. Здесь герой может здорово повеселиться. С помощью подъемника он поднимается наверх дамбы. Найдя вход в радиорубку, Бласка проходит через вентиляцию. Он добирается до ворот, ведущих в Падерборн. Эта деревня является местом размещения паранормальной дивизии СС. Недалеко от нее Марианна Блаватская должна провести ритуал помазания черных рыцарей. Бласковичу необходимо пробраться в некий замок Шуфстафель. Самый краткий путь к нему как раз через деревню Падерборн. Также Биджею нужно уничтожить ключевых лиц паранормальной дивизии СС, при этом не поднимая тревогу. Все 5 членов паранормальной дивизии СС — это пасхалка, отсылка на персонажей из американского ситкома «Герой Хогана». Первой целью становится майор Ходштедер, решивший провести вечер с некой дамой. Охрана расслабилась, и операция вышла без осложнений. Далее, услышав странную мелодию, Бласкович находит дом с вывеской «Фармацевт». В этом доме трудится алхимик по фамилии Меркур Дерглип. Если перевести с немецкого на английский, получится «Стрэнджлав», что является отсылкой к фильму «Доктор Стрэнджлав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». В отеле под номером 11 герой находит генерала фон Стауфа, того самого, который запретил любую связь, въезд и выезд из Падерборна. На кровати лежит письмо от Марианны Блаватской, написанное в теплом тоне, где она выражает недовольство присутствием генерала Бурхалтера. В следующем доме Бласкович нейтрализует полковника Штраша, а чуть позже подслушивает разговор самого Бурхалтера, отправившего солдата за бутылкой вина Литур 1938 года. 20 минут назад. Простите, мой генерал, я разберусь с этим. Смотри, что ты наделал, Кэмпф. 18-й год, 18-й год. Тут нет такого вина. Это безнадежно. Через винный погреб Бласка выходит во внутренний двор, где нужно действовать максимально осторожно. В другом подвале герой встречает пьяного солдата, который и нашел ту самую бутылку вина. Следующий теряет свою жизнь генерал Бурхалтер. На его столе лежит письмо от Гиммлера, где тот советует забыть о конфликте с Блаватской и исполнять обязанности метапсихического контролера, должности, предназначенные для наблюдения за стабильностью ритуала и психическим контролем участников. Чуть дальше дом номер 22. Это ты, Вилли? Так встречает генерал Хауптман, который поначалу принимает героя за Вильгельма-штрассе. На столе письмо от мертвой головы, в котором Штрассе вежливо отказывается от приглашения на церемонию, но выражает уверенность, что генерал обеспечит порядок. На пути к замку двое солдат с иронией обсуждают деятельность Блаватской. Довольно Если только все это правда. Отбрось сомнения. Вспомни, что делала Блаватская в Холлистейне. Да, я помню, как мы чуть не погибли из-за нее. Какая героическая это была бы смерть. Нет славы в бесполезной смерти, Гунтер. Уничтожив всех ключевых офицеров, способных обеспечивать контроль церемонии, Бласкович направляется к замку Шуфстафель. Я кожей чувствую напряженность в воздухе. Определенно, эта церемония всем действует на нервы. Не шути так. Майор мне чуть голову недавно не оторвал. Совсем ни за что. Очевидно, что церемония оказывает сильное эмоциональное воздействие на солдат. В главном холле два офицера обсуждают лица, которых Бласкович уже устранил в Падерборне. Ты знаешь, что Буркут и фон Стауф все еще не появились? Ай, это очень плохо. Что-то пошло не так. Я слышал, что Блаватская полностью здорова. Согласно Отто, она отправилась туда, прекратила там работы и направилась прямо к месту церемонии. Черт, Иосиф будет в ярости. У него были такие планы. Может и так, но что-то говорит мне, что если сегодня не будет успеха, Гиммлера не будут волновать ничьи планы. Да, вы правы. Из разговора становится ясно, что Марианны Блаватской уже нет в замке, поэтому стоит поспешить с зачисткой и направиться к месту раскопок, где должна состояться церемония. В большом зале предположительно проходит репетиция ритуала или посвящение новых девах в ряды элитной стражи.
В одном из гостиных замка находится генерал фон Шарден, также являющийся важным членом паранормальной дивизии СС. Бласкович без труда нейтрализует его. Не стоит пропускать еще одно письмо от Блаватской, адресованное Генриху Гиммлеру. Она выражает радость и ожидание скорого великого триумфа, пришествия Генриха I, который должен возглавить новый тысячелетний рейх. Марианна вспоминает годы борьбы, когда только они вдвоем верили в свое предназначение, и презрительно отзывается о тех, кто когда-то над ними смеялся. Письмо передает фанатичную преданность Блаватской и подчеркивает ее близкую связь с Гиммлером. Биджи тем временем спешит, ведь все самые важные шишки уже направились к месту раскопок. Не найдя прямого пути в другую часть замка, он решается пробраться туда через крышу. Зачистив оставшихся хозяев, Бласкович находит главный выход из замка. Блаватская тем временем начинает проводить церемонию помазания черных рыцарей. И, видимо, довольно успешно, потому что в момент выхода из замка в месте проведения обряда ударяет молния. Сейчас происходящее перестает казаться просто странным. Это уже явно не совпадение. На пути к раскопкам Бласкович сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны девушек из элитной стражи. Они нас крепко прижали, они, блядь, на деревьях сидят. У поворота к месту церемонии можно заметить короткий путь к замку Вольфенштейн. Но, к сожалению, мост разрушен, да и похоже, что там не особо нас ждут. Бласкович не успевает на саму церемонию. Все участники уже отправились на раскопки, где находится в заточении Генрих I. Судя по всему, 3 суперсолдата уже прошли ритуал помазания, поэтому оставшиеся 2 нацистам больше не нужны. В центре арены, где проводилась церемония и где происходит битва с суперсолдатами, можно заметить интересный символ. Кроме непонятных знаков, там выгравированы все 12 знаков зодиака. После уничтожения обоих солдат, молния вновь ударяет в символ на полу и открывает проход к раскопкам, альтернативный путь в замок Вольфенштейн. Сами раскопки больше напоминают не древние катакомбы, а пещерный лабиринт, где нацисты продолжают искать нечто важное для них. После тяжелого боя Биджей замечает знакомые очертания фундамента, вход в замок Вольфенштейн. Но, судя по следам, в замке случилось что-то ужасное. Похоже, что-то потревожило мертвецов. В местном захоронении Биджей находит еще один хрустальный череп. Итак, уровень одноименный названию самой игры. Это, по сути, небольшая отсылка к первой части Castle Wolfenstein. А уже Return to Castle Wolfenstein как бы говорит нам возвращение туда, откуда все началось. Иронично, что в самой игре мы оказываемся здесь дважды. Вот такая игра слов. Гениально! В этом крыле замка Биджей раньше не бывал. Как и задумывал Гиммлер, весь замок Вольфенштейн представляет собой систему соединенных крепостей и построек. Похоже, после церемонии внутренняя оболочка, о которой упоминал Земф, была нарушена, и теперь нечисть восстала. Причем куда более сильная, чем та, что обитала в катакомбах под Вульфбургом. Мертвецы наводят ужас на самих нацистов, и те уже не представляют серьезной угрозы. Но Бласкович жалеть их, конечно, не собирается. Эта часть замка наполовину разрушена и, судя по архитектуре, является самой древней. В центре внутреннего двора стоит скульптура Генриха I. Через часовню, где произошло одно из самых напряженных сражений, герой поднимается по лестнице на 2-й этаж и выходит во двор. Здесь невооруженным глазом видны ворота, ведущие наружу, а по центру двора стоит еще одна статуя, теперь уже черного рыцаря. Бласкович уничтожает последних представителей элитной темной стражи, находит рычаг управления воротами и покидает замок Вольфенштейн. Блаватская начинает ритуал воскрешения Генриха I. Помазанные убер-солдаты окончательно превращаются в черных рыцарей. А из-под земли поднимается сам Генрих I Птицелов. Да, это правда.
Я служу тебе, мой темный господин. Он обращает Блаватскую в нежить и чувствует присутствие Бласковича. Я уделю тебе внимание, но я чувствую присутствие другого. Во время боя Бидже уничтожает 3 его подданных, черных рыцарей. Тогда Генрих I призывает обычных воинов со щитами. После его поражения все оставшиеся живые мертвецы падают замертво. Вместе с птицеловом уничтожен и ритуал Тули, связывавших их с этим миром. Наблюдавший издалека Гиммлер в ярости. Его грандиозные планы разрушены. Американец сорвал все, что только можно. Уничтожил ракету В-2 с химической боеголовкой. Похитил экспериментальный самолет Кобра. Ликвидировал лоперов и 2 фазы суперсолдат. А теперь сорвал операцию воскрешения. И вдобавок теперь Гиммлеру предстоит лично отчитаться перед фюрером. В штабе управления секретных операций докладывают об успешном завершении миссии. Разумеется, вся операция воскрешения будет полностью засекречена. Сценаристы явно постарались, чтобы аккуратно вплести вымышленный сюжет в реальную историю. А наш герой, выполнив задание, наконец получает заслуженный отпуск и возвращается на Мальту. Редфорд больше не выдает поручений, можно просто насладиться отдыхом. В часовне Биджей ждет неожиданная встреча с агентом 2, одним из персонажей Enemy Territory. Она дает наводку на миссию по уничтожению железнодорожного артиллерийского орудия Дора, по хронологии, идущую после кампании РТКВ. В номере Бласковича лежит любовное письмо от Джулии Мари Петерсон. Отсылка к оригинальному Wolf 3D. Согласно тому канону, Мари Петерсон и Бласкович являются бабушкой и дедушкой Билли Блейза, более известного как Командер Кин. Последний найденный секрет требует немало платформинга и адреналина. Но в награду можно попасть в убежище Wolf ET плеера, где лежит его письмо благодарности игроку. Спасибо и вам, вложившим душу в эту работу. Спасибо, что посмотрели это большое видео. Оставляйте свои впечатления и комментарии. Что понравилось, что добавить или улучшить. В будущем я буду разбирать Wolfenstein 2009 года. Там информации еще больше и ролик получится еще масштабнее. Все нужные ссылки, как всегда, в описании. Всем отличного настроения и до встречи. Херня какая-то.